Всем привет! Это канал Математические эксперименты. С вами Артем Ворожцов. И сегодня у нас тема, вы видите какая. Я хочу рассказать про бином Ньютона и как он связан с функцией энтропии, что такое информация, а именно информация в сообщении. А также хочу представить вам еще один способ вычисления числа π. Ну и как это бывает в таких видео, это крайне неэффективный способ, но интересный. Начнем с простых вещей, которые вы и так знаете. А если не знаете, идите по ссылке внизу под видео. Начнем с биномиальных коэффициентов. Binomial nk – это число сочетаний k элементов из n. Есть уже готовая функция в математике. Вот так она вызывается. Сколько можно сделать сочетаний 5 элементов из 10 разных элементов? Давайте нарисуем все значения binomial n от k, где k пробегает значение от 0 до n. 1 – это сколько способов выбрать 0 элементов из 10. 10 – это сколько способов выбрать 1 элемент из 10. 45 – это сколько способов выбрать 2 элемента из 10. Чтобы выбрать 2 элемента, нужно сначала выбрать 1 элемент. Для этого есть 10 вариантов. Потом второй из оставшихся 9. 10 умножить на 9 получается 90. Вот 90 пар можно выбрать из разных элементов. Но среди них есть повторяющиеся, ведь одну и ту же пару можно получить двумя способами. Сначала первый элемент выбрать, потом второй, а потом в обратном порядке. Поэтому на самом деле binomial n2 это 45, а не 90. Ну и так далее. Эти коэффициенты и есть коэффициенты, которые получаются при разложении a плюс b в степени 10. Коэффициенты binomial nk встречаются не только вот в этом разложении, они встречаются и в такой комбинаторной задачке. Пусть у нас есть последовательности из ноликов и единичек длины n. И вопрос такой, сколько есть последовательностей длины n, в которых ровно k элементов равно 1. Ну вот, давайте тут явно это вычислим. Здесь, наверное, не очень все понятно, возможно, все непонятно. Но давайте разберем по порядку. Вот это вот выражение дает просто список из 10 пар 0,1. Дальше здесь используется функция tuples, которая, возможно, неизвестна вам. Ну, сейчас я расскажу, что она делает на одном примере. ABC 1, 2. Tuples делает прямое произведение двух списков, которые вот я тут и передал. Если списков больше, чем 2, например, 3, то в результате tuples выдаст последовательности из 3 элементов. Да, в которых первый элемент из первого списка, второй элемент из второго списка, а третий элемент из третьего списка. Если мы тут напишем 0,1, 0,1, 0,1, то получим тройки ноликов единичек, которых 8 штук. Ну, они как бы называются словами в алфавите 0,1. Вот мы получим множество всех слов длины 3 в алфавите 0,1. Таким образом, вот это выражение генерирует множество слов в алфавите 0,1 длины 10. А из них мы выбираем таких товарищей, которые обладают свойством. Сумма их элементов равна 5. А потом мы узнаем длину этого множества. Если выбираю длину здесь. Получается вот это. Здесь все десятки ноликов и единичек, в которых ровно 5 единичек. И количество таких десяток 252. 252. 252. Давайте определим функцию binom line, которая как раз вычисляет строчку из биномиальных коэффициентов с первым аргументом n. Ну и бином triangle, который вычисляет первые m таких строчек. Так, нарисуем бином triangle. Вот как это выглядит. Вот коэффициент для n равняется 0, k равняется 0. Это два коэффициента. n равняется 1, k равняется 0, n равняется 1, k равняется 1. 1, 2, 1. Ну, это как раз соответствует a плюс b в квадрате. Эти коэффициенты для a плюс b в кубе и так далее.
этот треугольник называется треугольник Паскаля. У него есть замечательное свойство, что каждый элемент в этом треугольнике есть сумма двух элементов над ним. Ну вот в этом лейауте получается, что 21 это сумма 15 и 6. То есть элемента над ним и элемента над ним левее. Вот можно прямо явно нарисовать такие стрелочки от 6 к 21 и от 15 к 21. Ну и так для каждого числа сделать это. На основании этого свойства можно самому определить функцию binomial. Тут я назвал просто bin. Вот таким образом. Коэффициент nm равен сумме коэффициентов с предыдущей строчки с номерами m-1 и m. Еще надо задать крайнее значение. Вот эти вот единички. И наслаждаться работающей функцией. Снова видим 252. Ну вот, кстати, если мы напишем тут 20, и, например, число 7, и измерим время, видим, что на вычисление тратится заметное время. 0,2 секунды. Это много. Вот. Чтобы вычисления происходили быстрее, надо использовать memoization, который в математике делается вот таким вот простым способом. Упс. Вот таким вот простым способом. Видите, время вычисления сильно сократилось. Другой способ определить функцию бином – это явно задать через факториалы. 5 факториал – это произведение чисел от 1 до 5. Ну, соответственно, n факториал – это произведение чисел от 1 до n. И через факториалы биномиальный коэффициент определяется вот таким образом. Проверим, что это правильное определение. Ну ладно, вернемся к нашему треугольнику. И действительно хочется его нарисовать в виде треугольника со стрелочками, которые ведут от чисел 6, 15 к числу 21, от чисел 20, 15 к числу 35. Как это сделать? В математике есть функция граф, которая как раз умеет рисовать вершинки со стрелочками. Ей нужно передать множество ребер вашего графа. Ребра — это и есть стрелочки. Сначала, значит, мы конструируем такие вот стрелочки. Это вертикальные стрелочки в этом лайауте, которые идут от верхнего числа к нижнему. И стрелочки, которые наклонные. От k числа к k плюс 1. Вот от числа 6 к числу 21. Мы эти два списка ребер объединяем в виде такого одного листа и делаем flatten. Давайте я уберу здесь, и вы поймете, что она делает. Если бы не было бы flatten, то тут был бы как бы список из двух списков, а flatten делает это все одним списком. Я тут ввел некоторую функцию b, которая не определена, поэтому вычисление коэффициентов binomial не происходит. Ну, давайте нарисуем этот граф. Вот он, наш красавец. Неплохо бы рядышком нарисовать эти самые значения. Как это сделать? Пишем vertex labels name. Ну, вот так, наверное. Так. Но тут пишутся как бы обозначения буквенные, а нам хотелось бы раскрыть их. Как это сделать? Мы пишем b, b нужно раскрыть в binomial. Ну, посмотрим, получится или нет. Вот, получилось. Вот мы с вами нарисовали треугольник Паскаля со стрелочками. Кстати, забавная вещь получается, если мы определим символ b как binomial, тогда он будет рисовать граф не между коэффициентами b, n, k, а между самими числами. И одинаковые числа на этой картинке склеются в одну вершинку. Вот, например, эти две пятерки склеются. Ну, и, например, вот эта шестерка
склеится с этой шестеркой и с этой шестеркой. Давайте посмотрим, к чему там у нас равняется. Ну, пусть для начала 10. Нарисуем. Ну, вот какой получается граф. Но картинка становится интересной, когда мы тут пишем большие числа. О, какая красота. Давайте выберем еще побольше число. Забавная картинка. Помещу ее на заставку. Хоть она и не имеет никакого смысла. Но, как говорила Фаина Раневская, красота страшная сила. Особенно для кликбейта. Правда, она не знала, что такое кликбейт. Но догадывалась. Вот еще один способ визуализации треугольника Паскаля. Здесь чем чернее, тем больше число. Если логарифм убрать, будет не очень интересно. Я рисовал без логарифма. И получилось, что числа слишком сильно отличаются. И математика вот эти маленькие числа не отличает. Они все получаются белыми. А когда вы пишете тот логарифм, возникает шанс увидеть какую-то более богатую картинку. Ну, давайте нарисуем биномиальные коэффициенты в виде графика такого. Вот наши числа из 11 строчки. А вот как они нарисованы в виде графика. Как бы на оси y находится значение коэффициентов биномиальных, а ось x это просто порядковый номер биномиального коэффициента. Так, что я тут хотел показать? Это то же самое, только для числа 50. Видите, какая резкая вершинка и как высоко она поднимается. 1,2 на 10 в 14. Это довольно-таки большие числа. Видно, что надо брать логарифм от этого всего, чтобы график стал более информативным. Вот этот график. И меня вот расстраивает, что очень многие, кто рассказывает про треугольник Паскаля и бином Ньютона, эти коэффициенты, не доходят до рисования этой картинки. Мне кажется, это очень важная картинка. Особенно если сейчас вот взять и сделать manipulate, ну то есть вместо 50 написать n и попробовать разные значения n. 20, шлепс, 120. Видите, картинка не особенно-то меняется, я имею в виду сама форма. Меняются абсолютные значения на осях y и x, но форма кривой не меняется. То есть кривая к чему-то стремится, если правильно ее отнормировать. Ну, давайте отнормируем по оси y просто на n, разделим это все на n. Ну, а по оси x нормировать не будем. Да, ну и мы уже видим, что вот сейчас доходит тут до 0,7, а когда мы увеличиваем n, примерно до такого же значения она и доходит снова. Но тут еще возникает идея, что надо брать логарифм по основанию 2. Почему? Потому что сумма биномиальных коэффициентов на самом деле 2 в степени n. Их сумма равняется 2 в степени n, поэтому крайне логично как бы брать все по основанию 2. Ладно, не буду в детали. И тут мы уже видим, что постепенно наш график доходит до единички в вершинке своей. Кстати, всегда нужно рисовать grid lines. Просто всегда. Вот видно, что до единички доходит. Практически доходит. Но не совсем. Значит, давайте мы возьмем и сделаем manipulate, чтобы прямо наглядно видеть, что происходит с графиком. Логарифм по основанию 2 от биномиального коэффициента. Вот, мы видим. Стремится к какой-то гладкой функции. И ведь как просто до этой функции дойти? Надо всего лишь знать базовую комбинаторику и догадаться взять логарифм. Ну, логарифм функция сложная, конечно, для 7 класса. Биномиальные коэффициенты можно узнать и в 7 классе. А вот логарифм... Но как предлагается объяснять логарифм? Логарифм это то, сколько раз надо делить число n на 2, чтобы получить число меньше единицы. Как-то так. И все это
очень напрямую связано с теорией информации. Есть такие задачки про да-нет, да-нетки называются. И про такие задачки можно, значит, задать такой вопрос. Сколько нужно вопросов типа да-нет, чтобы выяснить полную информацию? Ну вот, например, Вася загадал число от 0 до 100. Сколько надо ему вопросов типа да-нет задать, чтобы выяснить, какое число он загадал наверняка? Ну или в среднем. И тут стратегия ясна. Мы как бы множество вариантов делим на две части и спрашиваем Васю, в какой из двух частей находится загаданное число. Ну, точнее, мы спрашиваем по-другому. Вася, верно ли, что загаданное число находится слева? И он отвечает да или нет. Потом мы нашу вот кучку, в которой находится ответ, делим снова пополам и так далее. Поэтому логарифм по основанию 2 это как бы сколько вопросов надо задать, чтобы выяснить элемент из множества размера n, который загадал некий Вася. Когда у нас есть последовательность длины n из ноликов и единичек, ну вот я как раз сверху генерировал последовательности длины n, длины 10, то, а Вася у нас загадал какую-то конкретную последовательность длины n, то сколько нам вопросов надо задать, чтобы выяснить, что это за последовательность длины n? Ответ. n вопросов. И вопросы понятно какие. Вася, чему равен первый бит? Вася, чему равен второй бит? И так далее. Ну, точнее, не так. Вася, первый бит равен единице? Да, нет. Вася, второй бит равен единице? Да, нет. И так далее. Ну и выясняется, чему равна та самая последовательность ноликов единичек, которую загадал Вася. Прекрасно. А вот теперь нам сообщили, что в этой последовательности столько-то процентов единичек, ну и, соответственно, единица минус столько, 100 минус столько процентов ноликов. Насколько сузилось множество вариантов и насколько меньше вопросов теперь надо задать Васе? Очень интересный вопрос. И ответ на него понятно какой. Логарифм по основанию 2 от биномиал n, но тут вместо k стоит p умножить на n. Понятно почему. Ведь столько осталось вариантов. И логарифм от этого количества и есть количество вопросов, которые нам теперь осталось задать. Нам нужно было задать n вопросов, а теперь, когда нам сообщили вот эту информацию, надо задать логарифм от биномиала npn. И, соответственно, разность между этими двумя величинами и есть количество бит информации, которые нам сообщили. Хорошо. Ну вот давайте я нарисую функцию логарифм x по основанию 2. Ужас, здесь опять нету gridlines. Очень плохо. Ну и мы видим, что для 4 это 2, для 8 это 3, для 16 это 4 и так далее. Ну а в промежутке между этими значениями гладенько соединяющаяся штука, которая называется аналитической функцией логарифм x по основанию 2. И вот эту функцию логарифма мы берем от бином line и получаем гладенькую кривую. Очень интересно, что это за гладенькая такая кривая. Ну, для того, чтобы получить аналитическую формулу для этой гладенькой кривой, нужно знать формулу Стирлинга. Формула Стирлинга такая. Факториал от n примерно равен вот этому выражению, где альфа как раз, ну, некоторая константа, которая как раз связана с числом π. Если мы факториал определяем по правде, то мой биномиал возвращает известный нам уже 252. А если мы определим факториал вот так вот, по формуле Стирлинга, что мы получим? Мы получим вот такую формулу, которую хотелось бы нам как-то упростить. Давайте это сделаем. Возьмем логарифм и попробуем написать simplify. Но ничего не получается, потому что и так выражение очень простое с точки зрения математики.
Для того, чтобы раскрыть эти логарифмы все, этот один логарифм по цепочке, нужно применить правила раскрытия для логарифмов. Я взял их и явно сам выписал своими руками. Вот они. Так, кстати, они не полные. Надо же еще про деление. Ну тут деления нет. Хорошо. И про деление. Все. А теперь мы просим уже раскрыть логарифму от биномиал. И вот что мы получаем. Мы хотим узнать, к чему это стремится, когда n очень-очень большое. Ну и мы тут полагаем, что вот это первое слагаемое. Очень-очень маленькое, когда n очень-очень большое. Вот это тоже число очень-очень маленькое. Вот. И что у нас здесь остается? У нас здесь остается логарифм n минус p логарифм n минус p логарифм p. Вот это остается. Здесь эта штука пропадает. Я ее выкинул уже. Почему она пропадает? Сложная история. Ладно, и последнее слагаемое вот это. Дальше я эти выражения все просто преобразую и получаю такой ответ. Вот к чему стремится гладенькая кривая, когда n стремится к бесконечности. Эта функция называется функцией энтропии от одного числа p. p это число от 0 до единицы. Вот. И тут я еще для удобства задал кривые значения этой функции. Они на самом деле равны нулю. Вот здесь вот. И вот здесь вот. Хотя с точки зрения вот этих выражений в точке 0 и в точке 1 здесь получаем неопределенность. Но на самом деле там 0. Ну вот. И теперь можем явно сказать, что когда n очень-очень большое, и вот нас спрашивают, сколько бит информации в утверждении p% чисел равно 1, так вот это число бит информации растет как n умножить на некоторая константа. Ну, я назову ее тут u, где u это единица минус функция h. А осталось нам задать вопросов h умножить на n, чтобы выяснить, какая именно эта последовательность. То есть в последовательности, в которой нам известен процент единичек, плотность информации на 1 бит это h от π. Мера неопределенности одного бита равна h от π. Хорошо. Предположим, что мы это усвоили. Давайте нарисуем рядышком логарифм от биномиальных коэффициентов и функцию h. h у нас получилась желтенькая, а логарифм от биномиальных коэффициентов это синенькие точки. Вот, видно, что мы не ошиблись и действительно нашли хорошее, правильное приближение. Давайте для пущей убедительности возьмем n равняется 1000. Ну вот, синяя и желтая линии слились воедино. Что дальше? Дальше хочется разделить желтую линию на синюю. Нет, наоборот, синюю линию на желтую. Делим. И получаем число действительно очень близкое к единице. Посмотрите на ось y. Только по краям происходит отклонение от единички до 0,95 и меньше. Ну ладно, по краям это не так важно. Нам важно сейчас, что происходит вот в окрестности вершинки. В окрестности вершинки мы имеем очень сильную близость этих двух вещей. Хорошо. Давайте сделаем следующую вещь. Ну, во-первых, поймем, что да, все это стремится к единичке. Это очень интересно. И поэтому мы из единички вычтем это отношение. Вот. Я бегу вперед. Вот. Мы из единички вычтем это вот отношение. Здесь решеточка это и есть n, а решеточка пополам это вот как бы серединка. Мне интересно, как вот вершина
вот этой синей кривой отличается от единички. Ну, тут я взял просто не логарифм по основанию 2. Если взять логарифм по основанию 2, ну тогда надо и функции h тоже брать по основанию 2, чтобы желтая линия повторяла синюю. Ну вот я беру именно по основанию 2 и узнаю, как отличается вершинка этой синей кривой от единички. Беру единица минус логарифм от центрального биномиального коэффициента. И тут приходится брать только четное n. Range 2n2, он идет только по четным. Последний аргумент у функции range – это шаг, с которым надо шагать. И я как бы теперь буду рисовать не коэффициенты бинома, а я буду отличать рисовать только один биномиальный коэффициент, нормировать его, брать от него логарифм, нормировать на n и вычитать его из единицы. И так я сделаю для разных n, и ось x здесь это есть как раз n. Какую строчку я беру в треугольнике Паскаля, и как в этой строчке центральный элемент, от которого взят логарифм и который делен на n, отличается от единицы. Видно, что все ближе и ближе вершинка нашей синей кривой приближается к единице, уходит туда дальше. Но по какому закону она приближается, пока непонятно. Ну, давайте вот здесь вот напишем решеточку. Я там ниже написал как раз решеточку, вот она. Как бы умножая эту уменьшающуюся величину на n, я хочу узнать, сильнее это падение, чем единица на n, или слабее. И я вижу, что падение слабее, чем единица на n, потому что когда я умножил на n, случился перелет, я получил растущую функцию. Я беру лог-линейер плот, чтобы убедиться в том, что моя догадка верна. А моя догадка была такой. Надо просто взять и разделить на логарифмы. То есть вот эта вот функция очень похожа была на логарифм, и поэтому возникает идея разделить на этот логарифм. Так. Ой, мы получаем что-то опять падающее. Нет, оно падает, но падает не до нуля, а до некого числа 0,7 с чем-то. Так, давайте я тут вот написал все правильно. Логарифм по основанию 2. Вот что мы тут имеем. И когда я выбрал основание 2, тут уже не 7, а 0,53. И куда же это все сходится и по какому закону? Это сходится к какой-то константе в районе 0,5. Но какой? Давайте определим diff(n) как раз вот таким образом. И вычислим, чему равняется diff для 10 миллионов. Ну-ка, для 100 миллионов. А так. Еще одна вставка. Я забыл озвучить важную вещь – интерпретацию обнаруженной нами экспериментальной зависимости. Вот то, что мы увидели на этом графике, то, что он стремится к 0,5, означает следующее. Число бит информации в утверждении половины чисел равна 1 растет как 0,5 на логарифм n по основанию 2. Напомню, раньше у нас утверждение звучало вот таким образом. Для p, которое не 0,5, а какое-то другое число, мы показали, что асимптотически число бит информации вот в этом утверждении растет с n линейно, как n умножить на u, а u это единица минус h или hp. Здесь же особенный случай для p равно 0,5. Это случай, когда ровно половина чисел равна единице. В этом случае количество информации в сообщении растет логарифмически. И нам осталось задать примерно столько же вопросов. n минус логарифм n. Ну, еще уберу здесь явно логарифм, чтобы стало понятно. Убираем логарифм. Вот. Можете в уме раскрыть эти скобочки и увидеть, что это решетка, то есть n, минус раз логарифм. И эта разница, количество бит сообщений, растет логарифмически. Еще раз хочу подчеркнуть, что
мы получили эти зависимости экспериментально. Мы ничего не доказывали, потому что доказательства не про наш канал. Но я постараюсь найти видео, где есть доказательства формулы Стирлинга. И на основании формулы Стирлинга можно вывести все, что мы сегодня здесь экспериментально обнаружили. А так. Ну, похоже, это все стремится к 0,5. Но по какому закону? Как-то очень медленно стремится. Очень медленно, это значит не единица, наверное, как-то медленнее. Ну, скорее всего, единица на логарифм n. Давайте это проверим. Я делаю так. И в качестве x поставляю как раз логарифм. И попробую зафитить вот эту функцию diff с помощью линейной комбинации двух функций. Единица и единица на x, где x это логарифм от n. И что я вижу? О да, это действительно сходится к 0,5. Но тут появляется еще один интересный коэффициент. То есть это единица на логарифм n умножена на некоторое число. И вот это число, назовем его коеф. И вычислим. Извлечем явно из результата фита. Фит это значит подобрать функцию, равную линейной комбинации вот этих вот двух базовых функций, которая лучше всего приближает те данные, которые находятся в списке diff-data. Забыл про это сказать. Вот наш коэффициент. И бабам, да-дам. Вот число π. Вычислено таким вот необычным способом. Ну, с плохим очень приближением. Тут получается 0,1417. Ну, давайте увеличим. Тут нолики везде. Вот так вот, например. Ого. Тыдынс. Ну, вот поближе, но по-прежнему далеко. Но это число π. Поверьте мне. Может быть, надо сделать по-другому, вот так, как я тут внизу сделал. И вместо того, чтобы подбирать в базисе единица на x diff-data, я возьму и diff-data умножу на x. Вот, x это логарифм. И тогда надо будет подбирать в базисе 1 и x. И вот что получается. Теперь 0,5 находится при x, а при единице как раз находится тот самый коэффициент. Может быть, так он лучше подберет? Да, это получше. Получается 0, 14, 15, 9. Уже вот столько чисел совпадают с правдой. Потому что правда вот она какая. Хорошо. Ну вот смотрите. Можно это так интерпретировать, что мы предположили некоторую формулу для факториала приближения. И в этой формуле для нас были, например, неизвестны коэффициенты альфа и бета. Тогда мы взяли и на основании этой формулы посмотрели, чему будет равен логарифм по основанию 2 от биномиального коэффициента. Получили некоторый результат. Мы этот результат вычтем из единицы. Ну, это то, что мы делали выше. А дальше умножим на n и разделим на логарифм n. То, как мы сделали выше. И применим те самые log rules, которые мы выше определили. И вот что мы получили. Действительно, результат имеет такой вид. Нечто минус нечто, деленное на логарифм n. Ну, здесь тоже нечто, деленное на логарифм n. То есть, на самом деле, эти последние два слагаемых можно объединить. И что же получается? Мы с вами поняли, что вот это вот бета равняется 1/2. Ну, очень с хорошей точностью мы это увидели. Вот здесь вот. Поэтому я дальше вместо бета сразу же в уме подставляю 1/2. И получается, что наш коэффициент, вот этот вот 0,22579, равен минус 1/2 бета логарифма 4 плюс логарифм альфа. А с другой стороны экспонента от 2 умножить на kf умножить на 2 равен π.
Ну, как мы с вами выяснили в результате эксперимента. Увидели знакомые 3, 14, 15. Решаем это уравнение и получаем, что ну, бета равняется 1 второй, а альфа равняется вот этому выражению. Ну, что ж такое-то? Full simplify. Давай, сделай это. А альфа равняется корень из 2π. Поэтому ответ такой. Формула Стирлинга выглядит следующим образом. Как-то так. Но число π возникает в биномиальных коэффициентах не только вот таким вот странным, необычным способом. Если мы вычислим коэффициенты биномиальные для полуцелых значений k или n, мы тоже увидим здесь π. Очень интересно здесь получаются штуки. Особенно если все это разделить на 2 в степени решетка. Шлепс. Вот там, где число π, это и есть как раз случай, когда мы поставляем, например, 5 и 5 вторых. Вот. То есть в знаменателе π для случая нечетных n, а n пробегает числа от 2 до 30. Здесь в числителе у коэффициентов нечетных везде видны степени двойки. Программисты их на глаз распознают. Фактор integer. Да, 2 в степени 17. А что находится в знаменателе у нечетных? 3, 15, 35. То есть 3 умножить на 5 это 15. 15 умножить на 35 это 5 умножить на 7. 315 это 35 умножить на 9. Ну, нет какой-то такой простой зависимости. На глаз быстренько не определишь. Ну, там сложно, да. На сегодня все. Всем удачи. Пока.